Давно хотел прикупить робоксы по самой дешевой цене? Тогда заходи на сайт RobloxSell. На этом сайте вы сможете купить робоксы по самым выгодным ценам. RobloxSell имеет огромное количество положительных отзывов, а значит им можно доверять, это я проверил лично. На этом сайте робоксы всегда есть в наличии, а для желающих получить их совершенно бесплатно сейчас действует акция. Делись своим промокодом с друзьями и получай робоксы с первой покупки друга, а также выполняй задания и получай за это робоксы. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо, не беспокойся за безопасность своего аккаунта. Используйте мой промокод ONEEGG при покупке робоксов и получайте 20 робоксов в подарок. Все это только на RobloxSell, ссылка на сайт в описании. Форсакин — это асимметричная хоррор-игра выживания 8 на 1, в которой главная цель — это выжить. Это неудивительно, так как основной игровой процесс вращается вокруг этой идеи. Вам нужно уклоняться от убийцы как можно дольше, пока в свою очередь у убийцы есть цель устранить вас в течение 4 минут. Тем не менее, есть несколько вещей, которые вы, как выжившие, можете сделать. В основном это генераторы, которые будут служить способом сокращения времени на 4 секунды. И пока вы решаете свои головоломки, в это же время убийца может двигать время в противоположном направлении, убивая кого-то. Теперь представим себе новый сценарий. Асимметричная хоррор-игра на выживание 8 на 1 превращается в 6 на 1, затем в 5 на 1, затем в 3 на 1. И прежде чем вы что-то осознаете, ваш последний товарищ по команде будет на последнем издыхании. Что же случится с вами? Станет ли это вашим последним испытанием? Эй, посмотри на меня, когда я с тобой говорю. Не осталось никого, кто мог бы вам помочь. Когда 007 умрет, часы будут остановлены на минуте 14. Именно ты последняя надежда команды выживших. Эй, посмотри на меня! Ты понимаешь? Ты находишься в безвыходной ситуации, и все смотрят только на тебя в этой финальной схватке. Тебе нельзя быть слабым, или тебя тут съедят. Собери свои яйца в кулак! Теперь важно признать, что у каждого выжившего есть свои индивидуальные слабости и сильные стороны во время последнего выжившего. Есть пара вещей, которые следует рассмотреть, чтобы прояснить, почему последний выживший отличается от простого преследования. Первым и самым очевидным моментом должно быть отсутствие союзников. Теперь вы одни, и вдобавок к этому убийца теперь был предупрежден о вашем местоположении. И хоть вы тоже предупреждены о его местоположении, но самое главное — это установка таймера на минуту 14. И если задуматься, то это может работать как в вашу пользу, так и в ущерб. Если убийца висел на волоске, то считайте, что вы ведете тяжелую битву с ним. Но если убийца уничтожил всю вашу команду в течение минуты или двух, то вам лучше рискнуть с 1 минутой, чем с 4. По сути, это равновесное состояние игры с единственной целью сделать эту финальную погоню максимально сбалансированной для обеих сторон. И все это действительно делает финальную погоню справедливой. Конечно, если вы любите играть честно. Да, мы можем сделать это все максимально несправедливым, например, с помощью нуба. Его роль — это выживальщик. Потенциал этого персонажа во время последнего выжившего неоценим. Нуб имеет относительно простой набор: скорость, сверхлечение и невидимость. Наше внимание стоит заострить на призрачном бургере, который для многих является очень простой и почти бесполезной способностью. По большей части из-за того, что выживальщики почти не преследуются убийцей, так как поддержка и атакующие имеют более высокий приоритет из-за их останавливающей силы. А это означает, что прятаться от убийцы не является проблемой. Но некоторые компетентные убийцы сочтут правильным поступком нацелиться на вас до последнего выжившего, потому что знают, что вы будете слишком большой проблемой в конце. Ведь при съедании призрак бургера ваш силуэт исчезает от убийцы, и теперь он понятия не имеет, куда вы только что пошли. Это позволяет вам убежать или просто спрятаться в зависимости от того, где находится убийца. И я не шучу, когда говорю, что нубы являются большущей проблемой во время последнего выжившего. Этот убийца уничтожил всех в течение 30 секунд матча. Таймер буквально достигает 5 минут, от чего хочется плакать. К такому жизнь меня не готовила. Но знаете что? Я не двигаюсь ни на дюйм в течение следующих 30 секунд. И этот 1X судорожно пытается меня найти. Ну серьезно, я не прилагаю никаких усилий, и даже самый внимательный убийца... Подождите, нет, кажется, он меня нашел. Ох, ладно. В конце концов, он не может быть настолько слепым. Но даже если тебя все равно поймают, хотя ты стал невидимым, у тебя все еще есть 20 секунд скорости 1 в кармане, которые ты можешь использовать раз за разом. Или зелье камня, чтобы 100% убийца не смог тебя прибить в последние секунды матча. Но давайте будем честны с собой. Если бы выживальщики не смогли хорошо выживать во время последнего выжившего, тогда какой смысл выбирать этих персонажей? В этом же вся их суть. Выживать. Ты создан быть трусом, но тебе не обязательно быть им. Вместо этого давай дадим им бой. Шедлецкий. Искусство оглушения — очень опасный путь для последнего выжившего. Убийца хочет избежать твоего оглушения любой ценой. Потому что он знает, что если он сделает это, увернется от твоей атаки, то твой единственный шанс спастись
будет потерян. Почти все убийцы это понимают. Вот почему вы должны рассчитывать время, понимать основы погони, сохранять холодный ум, профессионально маневрируя от убийцы каждый свой... Их так легко использовать, будто программу, работающую на единицах и нулях, убийцы просто делают то, что я хочу. Хорошо, новая идея. Убийцы хотят избежать вашего оглушения любой ценой. Любой ценой. Понимаете, о чем я? Если нет, то просто смотрите за мной. Этот Джейсон кажется довольно нервным. Кажется, он не обрадуется, если я использую свой меч, чтобы дать ему леща. И его страх позволяет мне убежать довольно далеко. Поэтому каждый раз, когда я нажимаю В на клавиатуре, для него это похоже на скример из ФНАФа. Из-за этой боязни он отступает назад. Я тебя стукну. А может я тебя стукну? Бойся моей палочки. И конечно, меня оттарабанили. И конечно, это не совсем хорошо. Но конечный результат — это победа, и мне плевать на методы, окей? Ладно, стукать убийцу, чтобы спасти свою жизнь, довольно круто. Я имею в виду, что я только что спас свою задницу от этого Джона Доу, чтобы он не пронзил мое тело. Но есть один нюанс. У 1Х и Шедлецки есть особые отношения, где 1Х на самом деле является живым проявлением ненависти Шедлецкого, что подразумевает, что Шедлецкий в его текущем состоянии освобожден от всего зла или что-то в этом роде. Потому что ненависть не находится внутри этого парня, и технически это делает Шедлецкого ходячим святым, что на самом деле объясняет этот скин, который является ангелом-хранителем. Что отчасти имеет смысл, если вы думаете об этом, как будто Шедлецкий божественное существо, и если Шедлецкий как будто религиозная фигура, святая. Ну все в сраку! Этот таймер только что показал минуту 44. Это как 1, 2, 3 дополнительных секунды. Хорошо, я только что перепроверил, и это доходит до минуты 31, что все еще 17 дополнительных секунд. Что не так уж и плохо, потому что не только у вас больше времени, но и так уж получилось, что специализация 1х1 дальние атаки. В то время как вы, выжившие в ближнем бою, не должно быть сюрпризом, что смерть почти гарантирована. Но это не мешает вам пытаться. И давайте будем честными, трек 1х против Шедлецкого — это абсолютный хит, за который, возможно, даже стоит умереть. Однако не каждый персонаж может быть такой же замысловатый в последнем выжившем. Эллиот — яркий пример этого. Имея крайне ограниченную универсальность во время этой фазы, вам лучше иметь сэкономленный час пик, так как у вас больше нет товарищей по команде, чтобы пополнить его. В противном случае, единственное, что вас спасет, это ваша способность уворачиваться. Ведь единственная цель часа пик — это продлить ваш цикл уворотов немного дольше. Либо же у вас есть сэкономленные предметы, которые помогут вам одержать победу. Кстати, я думаю, я начинаю понимать причину, по которой Эллиот так ненавидит 007-го. Она заключается в том, что этот бедный работяга пицца-мальчик не имеет абсолютно ничего против 007-го. Во время последнего выжившего у 007-го есть способность клонирования. Создайте дубликат себя, чтобы обмануть убийцу. Но вы не только получаете невидимость во время этого, вы получаете необнаружимость. Так что все, что вам нужно, это применить ту же самую логику, как и с нубом, и использовать клон в тот момент, когда начинается последний выживший. Та-дам! Убийца понятия не имеет, где вы находитесь. Если он начнет приближаться, у вас есть эта забавная способность телепортации через всю карту, благодаря которой вы только что срезали бесплатные 20 или 30 секунд, не прилагая вообще никаких усилий. И плюсом к этому у вас есть еще и клоны. Я не забыл, что жаловался на медлительность после них, но я не ожидал, что они уберут дебаф медлительности после клона и сделают кулдаун короче. Теперь нет буквально никакого наказания за клонирование. Вы можете просто сделать это в любой момент. И вся эта дезориентация — это реально круто, но что насчет кулкида? Он слишком легко контрится, у него нет возможности подсветить вашу ауру. Вместо этого он полагается на своих миньонов, которые медленно ползут к вам из раза в раз. О нет, это злые миньоны Кулкида, они ползут ко мне. Окей, я просто знаю, что они тут, и я телепортируюсь отсюда. Окей, я легко ушел. Мы можем закончить на этом.
Но, если вы хотите, чтобы я снова начал углубляться в 007, это выживальщик. Вы царь по этой части. Может, в прошлом 007 и было в высоком риске и высокой награде, но после этого бафа... давайте перейдем к гостю 1337. Что если бы мне пришлось дать описание и ему? Вероятно, оно бы звучало как высокий риск и посредственная награда. Потому что количество раз, когда меня обходили после того, как я ставил блок, не имеет себе равных. Потому что если я ставлю блок, я превращаюсь в Шедлецкого, в геймплее которого вам нужно сыграть 40 раз в шахматы с убийцей, чтобы увидеть, кто кого перехитрит, кто друг друга стукнет. Так что да, когда это работает, это здорово. И вы можете продлить свой цикл на достаточное время, чтобы окончательно одержать победу над убийцей. Потому что у гостя нет более идеального стечения обстоятельств. Но идеальные сценарии не очень надежны. Назовите это проблемой мастерства, потому что вероятно так оно и есть, но помимо того, что бить убийцу в лицо это весьма круто, но ваш лучший выбор это все-таки бежать. Я бы так сказал, если бы не было чарджа. И позвольте мне сказать, что заряд гораздо более надежен для самосохранения, хотя время восстановления очень долгое. Чардж это буквально бесплатно карточка выхода из тюрьмы. Приспешник одного X стоит на пути, никаких проблем. Вы даже не страдаете от замедления. Джон Доу собирается выпустить шипы, пусть придумает что-то получше. Те особые моменты, в которые вы можете максимально использовать свой чардж, лучший способ спастись во время последнего выжившего. А пропущенный блок это все равно, что смертный приговор. Да, вы можете попытаться забайтить убийцу на удар, но некоторые убийцы настолько упрямы, что их невозможно подловить. Да-да, гордись собой, педик. Нет, это не проблема мастерства, я не буду это терпеть. Что эта карта ориентирована на убийц? Она маленькая и компактная, с буквально нулевым количеством появляющихся предметов. А на Кулките так легко на ней играть, что заставляет любого другого убийцу полностью позориться своим потенциалом. Это не моя вина, это игра. Она подписала мне на вечные мучения. Я ненавижу эту игру, да пошла она... Ладно, я не хочу учиться тайминговым способностям, и ты, наверное, тоже. Так что давай возьмем Билдермена. Вы взяли одного из самых сильных игроков поддержки, так что можете спать спокойно. И я бы хотел переобуться насчет когда-то сказанных слов о Билдермене, а именно то, что он не хорош в качестве последнего выжившего. Я считаю, что теперь это намного более ситуативно. Если у вас есть хорошее место для турели, готовое к работе, то да, вы немного удлините свою погоню. Но если убийца остановится, чтобы уничтожить вашу турель, а затем погонится за вами... поэтому вам нужно убедиться, что уничтожение вашей турели самая неудобная вещь на свете. Заставьте их иметь дело с вашими турелями, дайте им выбор дать вам уйти или заставить себя есть пули. И на Билдермене нет ничего более полезного, чем иметь дело с убийцами, которые слишком упрямы даже для своего блага. Этот Джейсон кажется уверенным в том, что он загнал меня в угол, когда на самом деле загнал его в угол я своей турелью наверху. Вообще о расположении турелей нужно рассказать в отдельном видео о Билдермене, но вы сами понимаете, что турель в хорошей позиции это уже победа. Билдер один из немногих саппортов, способных стоять на своем или просто быть как Тутайм. Я думаю, что, что я уже высказывал все свои мысли об этом парне, что он просто бесполезная какашка. Вообще, я думаю, когда я выпущу это видео, уже выйдет реворк Тутайма, кто его знает. Но сейчас мне просто нечего про него сказать. Я имею в виду, что вы вообще должны выигрывать в последнем выжившем, потому что вы выживальщик. Так что... Дракон имеет 3 головы. Одна голова, убийца, которая выпустит смерть. Другой был королем, чья корона была толстой, как твоя, а третий сбежал из психушки, его идеи изменят мир. Шанс, еще один атакующий, и да, азартные игры не для слабаков. Вам не нужно стыдиться признавать, что вы не созданы для азартных игр, потому что никто из нас не создан для них. Но играя на шансе, вы учитесь ценить жизнь в этих падениях и взлетах, ведь шансы на то, что вы выживете за шанса последним выжившим крайне малы. Но учитывая, что вы зашли так далеко, вы можете продолжать гэмблить. На самом деле это то, что я бы считал высоким риском, высокой наградой. Ваш пистолет имеет огромную останавливающую силу. У пистолета самое большое время оглушения в игре, так что в сочетании с небольшим маневрированием и одним выстрелом, может быть даже и 2, хотя это маловероятно, но все же вы сможете в итоге победить. Но стоит помнить, что шанс еще и самый уязвимый атакующий. Ваше оглушение практически гарантировано, если только вы не промахнетесь. Спасибо Кулкиду за то, что снял все мое здоровье одним выпадом. Тем не менее, этот 1х, несущийся на меня как баллистическая ракета, все еще менее угрожающий, чем если бы я играл на госте. Да-да, а знаете, кому реально угрожают во время последнего выжившего? Дусикару. Я даже не хочу объяснять, сколько боли принес мне этот персонаж. Кадры, которые вы смотрите, это кульминация 4 часов записи подряд, проведенных в игре, чтобы выловить последнего выжившего на Дузаскере. Дусикар просто не становится последним выжившим, потому что, на удивление, будучи яркой гирляндой, светящейся палочкой, которая стреляет яркими лучами света и носит на голове гигантский светящийся маяк СОС убийцы, то вы не будете незаметным. К тому же некоторые из убийц настолько упрямы, что Джейсон полностью игнорирует гостя, который прятался где-то в углу, чтобы просто преследовать меня в течение 2 минут подряд.
ряд. И знаете что? Ему даже не удается ударить меня. И нет, это не единственный случай, это происходило еще 2 раза, пока я записывал. Все эти 2 раза я все равно победил, но что я могу сказать про Дусикара? Ничего. На самом деле, Дусикар даже не может позволить себе использовать свои способности во время погони. Конечно, если только не пересечет всю карту для этого. И честно говоря, по ощущениям, на последнем выжившем вы будто тутайм. Я потратил целый день, собирая эти кадры, чтобы просто представить вам второго тутайма. Так что, оставаясь последним выжившим на Дусикаре, ничего хорошего вас не ждет. Что ж, мы завершили ростер всех персонажей Форсакен, теперь есть только последствия того, кем вы являетесь во время последнего выжившего. Если вы убийца, то ответ кроется в самих выживших. Некоторые из них создадут вам проблемы, другие в конечном итоге будут расплачиваться проблемами для себя. Если не обращать внимания на то, кого вы оставляете последним выжившим, это в конечном итоге вернется вам бумерангом в конце. Особенно тем парням, которые думают, что выживальщики это безобидные лапочки. Они хотят, чтобы вы так думали. Ну и спасибо всем, кто досмотрел до конца. Надеюсь, вам понравилась переозвучка, и всем чмоки-шмоки.